начинаем сегодня делать веткорез. Принес мне человек 2 плиты, 2 вала. Короче, он отдал какому-то там токарю, тот испортил. Короче, человек нашел остаток, который у него был, принес мне, как раз он хватает еще на одну валку. Ну что ж, поехали. Так, друзья, проточил я эти 2 вала. Один установил, проточил и такие шайбы с внутренней стороны, чтобы грязь не попадала в подшипник. Сейчас забиваю еще вот эту шайбу и попробуем забить его туда. Ну все, друзья, посадил я эти 2 вала. Сейчас оденем этих шестерней и посмотрим на... Ну вот, друзья, шестереночки одел. Крутятся нормально. Делаем такие крышки на подшипнике. Вот эта внутренняя сторона. Снимать больше не будем. Достаточно. Там никто не видит. Сейчас переворачиваем. То есть делаем отверстие. Потом переворачиваем и делаем вот эту внутреннюю посадку. Поехали. Так, друзья, закончил я эти 4 крышки. Друзья, одел я вот эти крышки с одной и с другой стороны. Смотрим сюда. Здесь у нас вот есть эти крышки, не закрывают подшипники. Снаружи тоже закрывают подшипники. Дальше что делаем? Дальше уже эти шестерни можно сюда, но их не буду забивать. Или буду, посмотрим. Надо уже взять и сделать нижний вал. Вот эти 2 шестеренки. Здесь будет плита, эти шестерни будут закрываться, да? За плитой уже туда дальше пойдет вот этот стояк сюда. О. С этой стороны сверху будет маховик, снизу будет вот этот рукав для циркулярки, и рядом будет большой шкив. Так, друзья, делаем нижний вал. Установили токарный станок. Вал кривой, ну ничего, нам одну сторону надо потоньше сделать, а вторая будет уже там, где в патроне, она ровнее получается. Здесь Т5 не выдерживает удар, хоть на маленьких, небольших оборотах все равно не выдерживает. Сейчас устанавливаем
ВК-8. Будем точить дальше. Второй резец в этом месте не ломает. Оказывается, здесь что-то есть внутри. Что-то там есть. Так, друзья, одна половина готова. Остается мне выровнять вот здесь и вот здесь. И можно переворачивать и делать вторую половину. Так, друзья, перевернули вал. И точим дальше. Ну вот, друзья, закончили вал. Посмотрим, вал почти на весь станок. Проточили. Теперь надо будет сделать еще эти две шайбы внутренние. Пойдем устанавливать, посмотрим, как оно там будет. Ну все, поехали. Установил я нижний вал. Здесь шестерни, крышка, и тут конус будет червячный. А с этой стороны будет вот этот рукав для циркулярки и шкив большой. Так, друзья, делаем вот этот флянец для маховика. Мне принесли такой металл, что вот смотрите, какая стружка выходит с него. Ну вот, друзья, вот закончил с этим рукавом от этой циркулярки. Получается, его надо будет забить сюда до конца. Шкив забивается до конца. Но вал надо будет перевернуть. Я просто его засуну ради того, чтобы померить мне его, короче, с этой стороны получается. Здесь вот этот фланец для маховика уже сделан. И вот это, если перевернешь туда, там будет еще вот этот. Почему такой длинный? Потому что вот эта коробка здесь будет, которая будет закрывать вот эти шестерни. И получается от коробки там сантиметров 6-7, не помню уже как. Так, друзья, все отверстия просверлены в крышках и в плите. Резьбу сделали и даже пронумеровали каждый флянец. Вот. Какой флянец, где? Так, друзья, вот сверлим отверстие для ножа. Сейчас нарежем резьбу сюда и работаем потихонечку. Вот. Без света у нас генератор на улице работает. Работаем как можем. Все, поехали. А этот шкив будет для этой циркулярки, что я говорю, что мы делаем на вот этот веткорез. Вот. Вот сделали вал. Вот здесь будет флянчик, циркулярка, еще один флянец и здесь вот эта гайка.
Ну вот, друзья, шкив готов, вал готов. Остается набить канал для шпонки. И можно уже собирать здесь. Ну вот, друзья, сделали шпонпаз. Вот этим чудом. Чудо-аппарат. Так. Теперь остается мне сделать еще сюда. Ну вот, друзья, закончил я собирать вот этот ветку рез. Вот как это все смотрится. Сейчас перевернем. Вот у нас циркулярка. Она себе ходит вверх-вниз. Здесь будет столик какой-то, не знаю. Ну, короче, это уже дальше хозяин сам будет доделывать, будет обшивать его. Мое дело было сделать вот это все. Вот с этой стороны. Здесь шкив большой. Не помню сколько килограмм. Ну, где-то 15 килограмм вот этому шкиву. И здесь получается где-то 30 килограмм маховик еще. Получается с мотоблока ремнем подается привод сюда, и вот это вращаете циркулярку. Ну, конечно, циркулярка снимается вот этот рукав. Вот здесь рукав сам на двух подшипниках, тоже на вот этот вал установлен. Вал вращается, а рукав нет. Получается, можно поднимать, опускать без проблем, не надо. Еще там ремень остается в том же натяжении. Вот здесь два болта, и вот здесь этим болтом можно натянуть ремень. Надо будет, например, только этим работать. Снимается вот эти три болта, снимаешь рукав вместе с циркуляркой. Здесь будет что-то, что будет блокировать вот этот кусочек рукава, чтобы он не вращался. И вот колун здесь. И смотрим сюда на вот ножи, все нормально. Обращаемся. Все идеально. Надо чуть-чуть подправить, потому что здесь где-то миллиметр зазоры по краям задевает. Надо будет края здесь немножко подровнять. И с той стороны одну сторону тоже надо будет подровнять. И все нормально. Вот уже сам хозяин отнесет ножи, будет на станке их равнять. И вот такой
веткорез получился. Здесь только двумя ножами, для того, чтобы кусочки получились там, может, сантиметров 20, может 25 будет, не знаю, запустит, посмотрим, может сделает видео и я выложу еще, а нет, когда сделает, когда-нибудь я схожу, посмотрю, как работает. Ну, он, в принципе, должен работать нормально. Так, ну вот и все. Вот как смогли, так и помучились. То со светом, то без света. То в помощь нам вот этот генератор приходил, когда не было света. Так мы и доделали вот этот веткорез. Получается три в одном. Ну все, друзья, всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Всем удачи, здоровья и до следующего видео. Всем пока.